Давеча приснился сон. Я и Лариска. Большая комната, высокое помещение с высокими окнами. Окна выходят на запад. Солнце заходит, но еще не в той стадии, когда прям розовый такой закат, но уже желта такой оранжевый. В комнате абсолютно никакой мебели, похоже на какой-то тренажерный зал. В комнате двое, Лариска и я. У меня 2 меча, у нее 2 сабли. Кругом народу тьма тьмущая. Что за супостаты, я так и не понял. Но голов порубили мы там, ребята, немерено. Двигались так интересно. Я слышал об искусстве боя двуручном, но никогда не думал, что сам умею. Оказывается, во сне, да. И двигались как-то так, знаете, необычно. Каждое следующее движение было продолжением первого, и все перетекало, как вода в ручье. Без всяких остановок, просто шли движения и все. Мечи не встречали никакой преграды. Меч противника, голова, щит, что-то еще, неважно, рассекали все. И вот они так вот вращались, как 2 вентилятора, пенделятора. Если я шел вперед, я знал, что Лариска у меня за спиной. Если она поворачивалась, я ей спину прикрывал. Кто это были? Турки, машигиловцы какие? Я не знаю, ребята. Но народу мы там положили, видимо-невидимо. Особенно запомнилось ее глаза, как они сверкали. И блеск заката на острие меча. Он прям как-то уж играл. Вот такая хрень на медне мне в голову-то приперлась. К чему бы это интересно? К деньгам, может быть? Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, другие подруги. С Новым годом вас! С новым 2018 годом. И надеюсь, что у вас все закончилось хорошо. У меня пока еще не знаю, потому что все еще в движении, все в продолжении. Праздники, слава тебе Господи, закончились. На минералку уже пару дней как перешел. С розыгрышем еще не до конца все понятно. Чуть больше половины народу откликнулись. Вот под этим видео я обязательно выложу имена тех, призы, кто еще не отозвался. Но надеюсь, что числа до 10-го-то они отзовутся. Ребят, вы уж извините, но 2 недели я считаю, что нормально. Если те люди, которые до 10-го не отзовутся, ждать не буду. Отправляю победителям то, что они законно выиграли. Но остальные, значит, осталось на канале. Сено за коровой не ходит, ребят. 2 недели приличный срок. Вы меня тоже поймите. Вечно-то я за вами бегать не могу. Но это нормально. 7 одного не ждут. Так вот, что касается бритья. Была, конечно, задумка перед Новым годом Дедушку Мороза из себя покурчить, но не было ни времени, ни возможности. Зато вот эти дни, которые выпали на праздники, такую возможность дали. Что смог, я отрастил, сделал. И сейчас это будем сбривать, убирать. Я резонно предположил, что вот с такой зарослью лучше всего, конечно, грейдер запустить под названием 41-я голова. Но не буду раскрывать все, вы идите на крупный план, смотрите, что там да как, а я начинаю. Догоняйте. Давненько у нас на обзоре не было 41-й головы, и я думаю, что ее час пробил. И не только потому, что первый месяц Нового года, но еще, наверное, и потому, что у меня непомерная растительность, и я думаю, что эта голова скажем так, с моей шевелюрой на лице справится как нельзя лучше. Несмотря на то, что она у меня сиротинушка, ручка от нее у меня ушла, вместе с остальными ручками от Димы Тойкина. Повезет, будет еще, не повезет, будем что-то думать. Пока же думать я решился между 2 станками. Это Рока, которую опасная бритва РФ любезно предоставила, и Rockwell 6. Здесь и позантность, и размеры, здесь цепкость и вес. Все-таки, наверное, выбираю вес, потому что мне что-то такое, знаете, тяжеленькое всегда было больше по душе. Лезвие, к сожалению, сейчас уже не скажу,
кто мне вот этот восход старенький подогнал, тоже кто-то из подписчиков, но, хлопцы, к сожалению, сейчас вот даже вот вылетело из головы. Это будет основной скрипкой. Если же вдруг по каким-то причинам он не справится, у нас есть старая рапира, которую прислал Кадиленко Алексей. Лех, ты извини меня, пожалуйста, я тебя всю распаковку что-то Сашкой называл. Алексей, приношу свои извинения. Вот старую рапиру-то и поставим. Это мягкая, это чуть поострее, но тоже мягкая. Поэтому я думаю, что одно из двух этих лезвий-то справится, потому что 41-я голова у нас агрессивная. Несмотря на то, что лезвие старое, смотрите, у нас упаковка-то вроде не сильно пострадала. Насколько я понимаю, это 80-е, 70-е годы прошлого столетия. Так, клея как такового я не заметил. Тефлон, покрытие, восход. Ну, давайте уже поставим. Ручка идет как по маслу, приятно. Ну, толку-то проверять 41-ю голову на вылет лезвия. Как бы хорошо зарекомендовавшийся товарищ, не первый год нас бреет, и даже не первое десятилетие. Мыльно-пузырные сегодня пойдут от Moment, от Give & Care. Truefit Hill, вот последняя баночка с алмондом осталась. Пробничек вот такой. Ну, помимо всего прочего, конечно же, удобно в дорогу такие брать. Не дешевый. Как практика показывает, что качество не подтверждается ценой и именем. Но, может быть, алмонд будет какой-то другой, поэтому давайте вот сегодня его и попробуем. Тем более, он уже последний момент давно уже ничего не присылал, у него там какие-то свои заморочки. А поможет нам сегодня это все расфуфырить и нанести на лицо вот такой барсучок, который мне прислал Андрей Карасев. Он как что-нибудь пришлет, я потом прям хожу и сопли на кулак мотаю, прям вкусненько, сладенько. А вот тут вот прям интрига, потому что помазок называется Титан. По сути, это какое-то, по-моему, или китайско-русское, или русско-китайское, или чисто китайское производство. Несмотря на то, что у них какой-то закос под Японию есть, там еще что-то. Но тем не менее, вот все вы знаете опасные бритвы Титан, а вот помазочек Титан. Выполнен, ребята, ну прям что-то песня. Где ни возьми, везде вкусно, везде хорошо. Это не сталь, это что-то такое, то ли силуминовое, то ли еще что-то. Никаких здесь надписей нет, но вензеля вот такие вот есть. Бочоночек. Не бук, но что-то, может быть, дуб. Что-то такое вот приятное на ощупь. Конечно, монограмма. Размеры: высота 55 самой ручки, 53 узла, диаметр 22. По упругости приятный. И если так вот по ощущениям, то я от него жду хорошей работы. Как же он в деле себя покажет, пока сказать не могу. Ну, сейчас узнаем. Приятный такой помазочек. Андрюх, спасибо. О, один волос выпал. Автошейв. Автошейв у нас сегодня любезно предоставила опасная бритва РФ. Называется он Miele Sandon Resolution. Чем он характерен? Он на основе воды. Насколько я понимаю, алкоголя здесь вообще нет, но полно каких-то экстрактов и трав, которые подготавливают, предотвращают, сужают, регенерируют, реанимируют и прям и пахнут плюс ко всему еще хорошо. Если это так, то, блин, это хорошая штука должна быть. Но вот сегодня мы все это и проверим. Упаковка приятная, вот эта полосочка, прямо она как-то в кассу так сделана хорошо. Вот, запах интересный. Крышка большая, флакон стеклянный. Если бы вот не было вот этой вот пластиковой вставки, то выливалось бы ведром. Но пластиковая, я думаю, все-таки будет регулировать этот процесс. Интересная штука. Что же до опасной бритвы РФ? Не так давно на обзоре был вот тестер шампуня на For Sale для мужчин. Нет, ну, по-моему, нет, он хоть для кого. Так вот, ребята, там было указано, что предотвращает выпадение волос. Ребят, везде все пишут. И на шампунях, и на заборах. Пока не проверишь, не узнаешь. Органик. Так вот, могу сказать, что вот здесь вот не звездят. Здесь правду говорят. Я, чтобы не только в себе,
ну еще и любимую попросил, говорю, ну, солнышко, давай вместе затестим. Так вот, оба заметили, что волосы укрепляются. Выпадение как таковое, оно намного минимизировалось. Ну, то есть каждый знает, что вот расческа, бамс, там волосы, там голову помыл, вытираешь, хлоп, волосы. А вот с этой штукой картина кардинально изменилась. Я бы сказал, процентов на 50-70. Так что не звездят, правду говорят, хорошая штука, проверена. Заросль густая. Вначале просто водичкой смочу. Так, чуть-чуть. Сейчас мы сюда запустим Truffit Hill. Ну, если честно, надежда небольшая. Как-то, ну, кто-то из вас там сказал один раз в комментариях под последним Truffit Hill'ом, что качество не соответствует цене. Мне почему-то вот эта фраза запала. По сути, я готов согласиться с этим человеком, но за некоторым исключением. Понимаете, вот то не торкнуло, не хватило чуть-чуть, совсем десл. А вот это вот алмондовское, оно пахнет хорошо. Посмотрим, как сейчас будет брите. Но запах кошерный. Амаретто. Хорошая амаретто. Не какое-то, знаете, сивушное, такое алкогольно-терпкое, а вот именно благородно-вишневое с алмондовской вот этой косточкой. Приятный, хороший запах. Посмотрим. Помазочек я уже замочил. Он уже, в принципе, готов. Псиной пока не пахнет. Посмотрим, что будет дальше. Компресс. Не знаю, как вас, меня новогодние праздники всегда как-то, ну, не то чтобы в ступор заводят, а, знаете, как межвременье какое-то. Потому что, ну, с одной стороны, ты их ждешь, Новый год, и все, там под елочкой, с горочки, там, тарам-дарам, ну, все вот эти вот наши дела. Вот Бороденка, опять же, она компрессы, шубы есть, на оливье-маливье уже как бы взрощенная. То есть вот эти вот все традиции, это, конечно же, это хорошо, но вся беда в том, сколько времени это занимает. В нашей стране почему-то это занимает 2 недели. А 2 недели это полмесяца. А все остальные, ну, хоть официально начинают работать с 3-5, по сути, январь не рабочий. То есть январь это в какой-то работе, в каком-то бизнесе, это по сути застой. То есть месяца, считаю, у страны нет. И теряешь на этом, ой-бой-ой, сколько. Ну, теперь-то что, ладно. Ну, так, по-богатому, наверное, сколько там? 2,5 сантиметра с мизинец толщиной. И посмотрим, что у нас сейчас тут набьется. Много хомячишь? Так. Ну, давай посмотрим. Ну как, не хуже, не лучше других. Нормально, нормально. Титановские бритвы поругивают. А те, кто не ругает, говорят, ребят, вы ничего не понимаете, они нормальные. Но просто надо уметь. А вот что касается помазка, вот первый раз его в руках держу, поэтому, видите, стоять, Маруська. Сейчас вы знаем, так, знаете, легкий такой трепет-то есть, как он себя покажет. Маленько, чуть-чуть псиночки-то отдал. Полушарики есть. Не такой упругий, как... Ой, с кремом-то я переборщил. Куда же его столько бузанул-то? Смотри, что он творит. Явно надо было меньше. Но приятно. Но с другой стороны, что его экономить? Все равно такая упаковка, что ну, долго ты его что, хранить будешь? Ух ты! И помазок сработал, и борода помогла. Посмотрите, как он бодренько-то сбился. Пока хорошо. И помазок, кстати, тоже пока работает. Шарик есть. Есть не такой упругий, как у мужского материка, как у милевского. Знаете, где-то примерно на уровне яки. Ну, а пена в тюбике тоже стосковалась. Посмотрите, как прет-то. Ну, здравствуй, Дедушка Мороз.
борода из ваты. Ты подарки нам принес? Ох, забыл продолжение. Но там что-то такое оптимистичное. Давайте попробуем, что у нас тут получится с мягким лезвием восход. Так, а что я делаю? А может просто и сразу против шерсти? Давайте в одном месте попробуем, посмотрим, что получится. Вполне вероятно, что может быть не то лезвие я для против шерсти поставил, надо было что-нибудь поострее. Но все равно хочется попробовать, сейчас попробую. Интересно, девки пляшут. Не, ну конечно, все не снес. Все равно еще нужны будут проходы, потому что те волосы, которые вот в этом направлении растут, ну в половину я их убрал. В принципе-то неплохо. Ну, прям нормально. Знаете, ребята, бреет. Бреет, но нет прогнозируемости и песни. Возможно, не привык так сразу против шерсти. Возможно, ну вот что мне сейчас не нравится, помимо того, что не привык. Волосы в других направлениях остаются, я все равно умом-то понимаю, что и в других направлениях все равно придется идти. То есть вот та обычная песня, которую я слышу от других людей, что ой, да я в 2 прохода сразу против шерсти и там еще добрил, да и все. Но вот я чувствую, что так не пролезет. Поэтому, ну сейчас посмотрим. Ну что, так будем оставлять, нет? Типа а-ля Халк. Или кто там? Рестлер какой-то у американцев вот с такой причесочкой ходил, да? Вот вообще я знаю где-то порядка 40 видов бородок. Как это называется, я не знаю. Но вот что-то почему-то Халк в голову пришло и все. Любимая не поймет, и давайте, наверное, ее все-таки нафиг сбривать. Но это так чисто нам поржать, сейчас вот так оставил, да и все. Так, убираем. К сожалению, Андрей не сказал, сколько стоит помазок. Но вот так вот по моим ощущениям, до 2300, до 2500, если он стоит, то это вполне себе позиция, за которую можно подумать. Если дороже, там просто более такие, знаете, серьезные конкуренты уже начинают присоединяться. А вот если вот именно в этой ценовой, то прям было бы ого-го. Хорошо.
Лезвие показывает себя чуточку злым. Ну не таким, что, знаете, сука прямо так, ну, раз выскочил и укусил. Нет, ну, чуть-чуть злым, вот именно в этой голове. Но на мягко это нифига не тянет совершенно. А знаете что? А давайте-ка я, наверное, сейчас рапирочку-то и поставлю и посмотрим, как она на второй проход-то пойдет. Ну так, чисто по приколу. В принципе, первый уже более-менее понятен. Ну, конечно, 41-я голова это вот так вот просто с моей точки зрения, вот как я бы сказал, это высший пилотаж. Так, а тут что у нас? Леха. Это пачка из-под рапира. Угу. А тут и что-то. И Ленинград, и Нева, и Спутник, вон в СССРовской, и Балтика. Так, ребята, отменяется. Я вам потом все крупным планом покажу. Леха, блин, спасибо, таких раритетов прям. Не, ну раз уж мы за рапиру-то заговорили, пускай рапира и будет. Сейчас я рапиру, что, я не найду рапиру, что ли? А может и не найду. Лада. Как считаете, Лада? Вот такая рапира. О, то, что должно выстрелить. А, нет, вот, нашел, да? Нашел, не нашел? Нет, это жилет. Лорд Биг. Ну, Биг я даже пытаться не буду, потому что пацаны скажут, блин, ты целый обзор обещал на Бике, а что я сейчас Биг поставлю? Так, Ли. За Ли тоже не буду, целый обзор за мной. Я помню, ребята, просто все еще руки не доходят. Давайте тогда голову не будем морочить, Астру поставим, да и все. Ух. Ну, вы уже знаете из предыдущей распаковки, что у нас новые станочки пришли от компании Яки Бращ. Ну вот, я думаю, там и Ли, там и все остальное можно будет спокойненько запустить. Так, Астра. Астра у меня ассоциируется с хорошим лезвием, которое только в одном единственном месте мне, ну, скажем так, не понравилось. Это 89-я голова. Понимаю, все имхово. У кого-то так, у кого-то так. Но у меня вот так вот. Как-то вот она мне вот прям, знаете, чертовски не зашла. Ну, прям как вот. Вот прям вот выкинуть хотелось. Вот прям вот так вот. Хотя умом-то я понимаю, что лезвие хорошее. Но здесь-то, я думаю, не подведет. Мыло отрабатывает. Очень даже хорошо. Вы знаете, вот сам для себя я его как-то определяю, что вот оно, вот сам для себя, я не настаиваю, ребят, я просто свою точку зрения выражаю, оно попало где-то между масс-медиа, ну, теми же самыми Прораза, там, Латоха и же с ними, и артизанами. Вот где-то посередке оно затесалось. На мой взгляд, вся проблема в том, что Труфит Хилл сам так не считает. Он надел на себя корону, ну, чуть ли не выше артизанов, но уж не меньше их точно. Вот мне кажется, вот в этом все-таки есть какая-то заковыка, почему не так уж много народу вот падает на крем и на мыло. Но что касается автошейвов, там, да, там, там. Ну, ценник, правда, тоже, но зато и автошейвы. Так, намочил? Намочил. Вот она песня, которой не хватало. Ну, понятно, что это второй проход, но тем не менее уже ход совсем другой.
Ну, вот сейчас я по сути это уже практически и выбрит. Ребята, виноват, накосячил. Сколько раз всем говорю, а сам облажался, впереди паровоза пробежал. По сути, получается, если мы здесь и здесь вот так посередке-то прошли сразу против шерсти, сейчас я прошел только в другую сторону, и здесь-то уже все, дельфин. Сейчас только там пару-тройку раз, ну так чисто убрать, и получается 2 прохода. Ну так-то реально разобраться, да? Действительно. Блин. Алло, да, Кроха, ты звонила? Ну слава богу, а то я бреюсь как раз. Просто я не привык к таким вариантам, поэтому, может быть, сразу так и не поверил в это, и растерялся. Почему я всегда не верю в это? У меня волосы вот такие вот. И здесь они так, там так, сюда так. И каждый раз, когда я слышу от человека, что он бреется или на 1 проход, ну максимум на 2 прохода, и все у него хорошо, и вообще жизнь удалась. Я примеряю все это на себя, думаю, блин, а мне-то как? У меня-то вот так вот все. Иди там собирай. Ну, 1 проход я так сделаю, а 2 так. А вот те, которые у меня вот так растут, как я их буду собирать-то? И вот тут была затыка. И вот вместо того, чтобы булки мять и сомневаться, в кои-то веки взял да попробовал. И мне это понравилось. Так, ну ладно, давайте сейчас я быстренько еще последнее уберу. Есть еще одна причина. Каждый из нас, кто бреется влажным бритьем, он уже сложилась у него какая-то схема, он уже пришел к чему-то. И каждый раз, когда ему на что-то новое переходить, ему менять эту схему, как? Ну, тут с закрытыми глазами, вжик, все, пошел. А там как? Что первое, что второе? По сути, учиться заново. Вот, видать, вот это-то меня как-то маленечко напрягало, и поэтому я сейчас вот, я реально сейчас не знаю, что делать-то, как дальше. И вот эта схема тоже по-своему должна устаканиться, кубики должны улечься, и когда сложится мозаика, будет понимание, вот тогда да. Возможно, вот надо тоже как-то вот к этому посерьезнее подходить. Так, что у нас тут есть? Все, компресс и автошейф. Ну, маленечко себе тут снес, конечно. Но опять же, это не вина станка. Это все мои эксперименты. Один раз Саня как-то сказал, что ну вот это, как ты вообще станками-то бреешься? Вот, мне опаска вот легко и просто. А как станками, говорит, у меня там раздражение уже было. Саш, реально не знаю. Я когда начинал, тоже было и раздражение, и всякая фигня. А сейчас, по сути-то, получается, каждый выпуск это новый станок, практически всегда новое лезвие. И вот эти новые связки, пара станок лезвия, и как видишь, все живой. Так что фиг его знает, сам не знаю. Но привык, наверное, так же, как ты к опаске привык. Кстати, за опаску. Скоро будет интересное, но это должно кое-что вначале произойти, а потом будет интересное, поэтому вот я просто пока анонсирую, так сказать, и на разогреве интригую. Ну давайте автошейф уже попробуем. Ух ты, блин, какая пробка прижимистая это. Наши пропора, наверное, сами такую пробку. Ух ты. Ух ты.
Ух ты! Ага, сейчас на основе воды. Наши ребята, Драчевой, с алкоголем тут все нормально. Шипровская тема. По крепости, по запаху. Нет, я вас умоляю. Это настолько элегантно, настолько не мимишное. Нет. Вот эти вот уси-пуси, тю-тю-тю. Нет. Просто элегантно. Европейско-кошерное такое, знаете, прям. Это, извиняюсь, это зажиточный район какого-то европейского города. И причем и дяденьки там пользуются именно вот такими темами, да? Это, блин, растительно-фруктовое что-то, то ли вишневый цвет, то ли яблоневый цвет. Что-то такое прям, знаете, звонко кричащее. Вот зима прошла, и все мужики ходят вот такими шарами, потому что девчонки от зимы проснулись, они ходят в коротеньких юбочках, особенно молодые, они без шапок уже начинают в феврале ходить. Ну что, притчу попортишь, ты что, куда? Ну сам такой был, тоже без шапки ходил. Но им-то это не объяснишь, а они начинают. И уже и причесочки, и короткие юбочки, и все красивые женщины, которые попрятались куда-то зимой, появляются весной. И мужики ходят как шальные, вот так на автопилоте, как летчик в бою, башка на 45, на 90 градусов каждые 45 секунд. И вот что-то же вот в этом есть такое. И вот в этом что-то есть такое. Вот настолько оно, знаете, как вот, как дверь в какой-то мир открыл. Вот что-то вот. Ой, как интересно. Мне это нравится, ребята, это вкусно. Вы знаете, я не успел посмотреть, сколько он стоит, но мне кажется, что если в пределах, ну сколько там, ну хотя бы 1200, 1500, блин, его лопаты должны грести, стопудово. Если дороже, ну тогда да, тогда ценник будет ограничивать ореол его распространения. Если вот 1200 в 1500 вписывается, ребята, то, что доктор прописал, любой человек, любой, кто возьмет, не пожалеет, потому что, ну, на лице его уже нет, все. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. А что я цену-то не глянул? За описание почитал, что там регенерация, фильтрация, там успокоение, там дарам-дарам. Ну, короче, там все и постелит, и пожнет, и накормит, и напоит, и спать уложит. Короче, все делает. А цену не глянул. Какой же запах обалденный. Ребята, тут хорошие парфюмеры поработали. И вот, знаете, вот насколько Труфит-Хим на себя корону-то одевает, что вот мы вот такие, мы там с 1800 там какого года, короче, при королевском дворе, да мы там вообще. Ну да, автошейвы-то у них есть такие, что гремят. Не все. Но опять же, это, видите, имховое на любителя. Но там есть такие, что вырви глаз, там просто сыр, и все, и ты пошел. С мылами, с кремами, вот на мой взгляд, вот ценник бы поубавить, вот тогда да, это было бы интересно за эту тему говорить. А так что я не хочу сказать, что они плохие, нет. Но просто, мне кажется, вот у кремов, у мылов, у них соотношение цена-качество несколько, ну, корона-то завышенная. Вот чуть-чуть бы. Вот если в отношении автошейвов, там да, можно корону носить. А вот в отношении кремов и мыл корону бы поубавили слегка. Но хозяин барин. А вот здесь, ребята, корона. И вот ходили бы они с короной, да я бы не удивился. Тут есть за что корону таскать. Это не фуфел, это реально вещь. Ух ты, блин, удивили. Не испытывал особого энтузиазма, как только прочел, что на основе воды. Думаю, ну ладно, что, ну еще одна водичка для протера, там, ну, регенерирует, то все, хорошо. Ну, там, хорошо. А здесь еще и Драчевый, и как дал, и все по-взрослому, и нифига не по-детски. Ух, молодцы. Блин, Юли, респект. Респект, уважение. Опасная бритва РФ, спасибо, что эту штучку показали. Прям зачет. Ребят, не буду больше в обзоре к нему возвращаться. Вот сегодня сразу же хочу дать заключение. Ребята, 5 за все.
внешний вид, оформление, фактура, стеклянная бутылочка, дизайн, пятак однозначно. По действию надо еще какое-то время помазаться, побрызгаться, посмотреть, что там оно да как. Сейчас, вот прямо сейчас пятак, потому что пленки нет, все успокоило, нигде ничего не течет, там не капает, все нормально, все хорошо, как будет в будущем, посмотрим. Я вообще не аллергик, но пускай, вот разок другой, за запах отдельно 3 балла сразу, 8. Блин, вот такой запах удивили. Я не относился к милю как к ретроградской конторе. В конце концов, люди, которые вот так вот, ретрограды, тот же самый Рока бы не придумали, по-мазки Рока. Причем, мне кажется, что по-мазки станок перешибает, потому что у них там фактура. Ну, это каждый решает сам. А здесь прям, ох, удивили. Спасибо, вещь сама в себе. Интересно, надо посмотреть у них еще в линейке, что есть, потому что вот этот классный. Голова R41. Ну, ребят, за нее уже столько говорено, что тут еще так говорить. Ну, это удивительный станок. Необыкновенный станок. Это интересный станок. Коварный станок для кривых рук и завышенного самомнения. Начинателям, новичкам с ним. Тут все делится пополам. Половина кричит: да ну ты что, новичкам никак, не, это та. Там изрежется весь, испашется, куда такой агрессивный. Самый агрессивный станок в мире. Ну, ребят, ну да, самый агрессивный. Но опять же, видите, до какого там, до 11 или до 13 года, сейчас-то уже ему корону тоже так маленечко подшибли. Сколько народу плачет по старой версии. Старая еще агрессивнее была. И тем не менее, минимум одного новичка я знаю, который начинал на 41-й голове, и у человека все получилось. Скажем так, если руки прямые и голова на месте, то этот станок ее не снесет. Научить научит, а снести не снесет. Поэтому вот я, наверное, в той половине, которая бы сказала: да и хай с ним, пускай тоже новички с нее начинают. Только осторожно, соблюдение всех мер предосторожности, там раз, а то так чуть-чуть, а колечко того там, и все, и побежит. Если же новичок, если же новичок и к этому, скажем так, приобщиться, он поймет еще одну сторону бритья, потому что так чисто, так великолепно и так просто beautiful. Ну назовите, как много станков вы еще знаете, которые могут так побрить. Ну вот, в этом ответ. Благодаря своей вот этой вот агрессивности и благодаря вот своей конфигурации он может побрить так, как не побреет ни один станок. Мне кажется, это тот самый станок, который ближе всего к опаске стоит. Вот так вот, если разобраться. Потому что тот человек, который умеет опаской бриться, вот Александра тоже взять, моя царевна, но он бреется так, что ему станки рядом не стояли, понимаете? Ну, тоже имховая, тоже, но тем не менее, вот это неординарный станок, обалденный станок. Кто думает, что брать голову или станок, ребят, смотрите сами. На мой взгляд, у каждой головы должна быть своя ручка. К сожалению, мне вот попала только одна голова. Ну, найду где-нибудь, найду. Если будете голову отдельно покупать, да вы сэкономить, можете так делать, конечно можете. Но вот это постоянная путаница, что вот голова отдельно, ручки отдельно, а ну как пропадет голова куда и что. Вот придет ваша любимая, хвостиком махнет и укатится, и что потом? А где, а что, и будете бегать искать? А так, вместе с ручкой хрен куда денется, это нормально. На мой взгляд, лучше с ручкой сразу брать. Но ручка от Роквелла вещь однозначно тяжеленькая, хорошенькая, вкусненькая. Что касается восхода, ну, пускай ему даже 30 лет, он все равно бреет. Хорошая штука, хорошая. К нему нужно просто станок подобрать, и будет брить великолепно. Спасибо, парни, что прислали вот такую вот интересную штуку. Что до зеленой астры, ну, это уже, наверное, классика. Классика из разряда той же рапиры, из разряда того же жилета Руби, из разряда персоны, Федера. То есть вот есть люди, которые просто это берут пачками, горе не знают. Зеленая астра — это зеленая астра. Не какая-то там, а именно зеленая. Есть люди, которым она заходит везде и всегда. Мне не зашло только на 89-й голове. Это говорит о том, что все человеки разные и нужно смотреть.
каждый раз, когда слушаете кого-то, меня в том числе, ребята, делите пополам, пока сами для себя не узнаете точно, то есть не попробуйте сами и для себя выводы не сделаете, чужие высказывания, отзывы близко-то к сердцу не принимайте, просто как информацию записывайте, но сильно так, знаете, вот на веру-то не принимайте, потому что это говорит тот человек, который попробовал на себе. А когда вы попробуете на себе, вы будете тот человек, который попробует на себе. Это будет уже ваше мнение, а не чье-то там. Я вот об этом. Помазочек Андрей Карасев прислал. Андрей, спасибо тебе огромное. Я не знаю, сколько стоит этот помазок. Но, скажем так, он мне зашел на 4,9 из 5 возможных. То есть, вот знаете, не так, что твою мать, вот, ребята, это же бомба. Нет, вот такого не было. Такое было с мужским материком, такое было с яками. Мюлле отчасти шандарахнул точно так же. Зенит 506, манжурец, да, давал такое откровение поначалу, пока я к нему не привык. Здесь же вот, знаете, какого-то пинка-тычка не хватило. Вот еще бы чуть-чуть, вот застряла эта песчинка на верхушке горы, чтобы, знаешь, вот так вот просто ветерок дунул, и она посыпалась. Вот рядом где-то, но не дунула, не посыпалась. А помазок-то, между прочим, козырный и обалденный. Он качественный, хороший и покруче там многих барсуков, которых я в руки держал, в том числе от именитых там производителей. Не буду тыкать пальцем, тыкать носом, вы сами все прекрасно понимаете, но многие из них он переплевывает. После тех, которых я уже назвал, я бы его, наверное, поставил на второе место. И если он в ценовом коридоре где-то до 2-2,5, ребята, смело можно брать, потому что это вещь. Это хороший, обалденный. Несмотря на свою голову в 20 мм, он, вот знаете, чуть-чуть плотности, наверное. Вот эта песчинка. Вот этого не хватило. Не мочалка, нет. Все хорошо, все нормально. Но он просто не настолько плотный. Вот он на уровне яки, понимаете? Вот так вот, если. Вот яковский вариант какой-то. Но если у яки там все-таки диаметр узла побольше, то здесь он поменьше. Но зато здесь такая ручка, как у яков, нету. И тут, ого-го. Не, помазочек вещь и однозначно заслуживает внимания. Это не проходной вариант, ребят. Это хорошее, качественное, годное изделие. Если кто-то интересуется этой фирмой и думает брать, не брать, ребят, смотрите только по кошельку. За качество и за все остальное не сомневайтесь. На распаковке выпал один волосок, а здесь я больше не видел. Псина не пахнет. Пену делает великолепно. Хорошая штука, в руке удобная. Не легкий, не тяжелый. Да, пятак по всем позициям. Хорошая штука. Truefit Hill. Ну, сегодня мы уже ему сколько раз косточки обсосали. Давайте уже резюме подводить. Truefit Hill, конкретно данный этот крем, очень понравился запах. Запах не выделанный, знаете, не какой-то помпезный, не вычурный, не какой-то такой там, вот такой, да я тут все, вот круче меня только яйца. Нет. Но он не химозный, он качественный, настоящий. Написано алмонд, он тебе алмонд и дарит. А бонусом еще сверху тырс какой-то, знаете, такой намек на вишенку. Вот амаретовское что-то здесь есть. Кто-то скажет, слушай, ну алмонд это и есть амаретто по сути-то там. А вот все-таки вот вишенку он здесь дает. И что-то здесь такое есть. По скольжению нормальное, само скольжение инструмента хорошее, сбитие пены, структура пены, консистенция, ну, нормальная, вообще на уровне. То есть вот по качествам к этому крему тут придраться не к чему. Спадать не будет, стоять будет до последнего, как нормальный гардемарин, и все выдержит, и все отработает, все сделает. Тут только цена. Цена, ребят. Если цена не смущает, хотите какую-то, знаете, такую вот что-то вот, ну вот. Это тот вариант, за который, возможно, можно подумать. Но я своего мнения не поменял. На мой взгляд, вот в этой нише у Truefit Hill чуть-чуть завышено самомнение. То есть, вот если лосьоны, они хоть и лупят ценник, но они там и дают. А здесь ценник лупят, но до артизанов, хороших артизанов, на мой взгляд, это мыло не дотягивает. А то, что оно переплевывает масс-медиа, ну, как бы по рангу положено. Королевское, двор, там, то все дела, ну, это даже не обсуждается. Поэтому вот как-то так.
Спасибо, Мамэн. Спасибо, Мамэн, еще раз за то, что дала возможность показать вам эту штуку. Ребята, не удержусь, еще раз скажу спасибо опасной бритве РФ вот за это великолепное изделие. Это вы знаете, вот настолько зашел, баллон качественный, претензий вообще никаких нет. Стекло, кожа, рожа, все дела, все нормально, все хорошо. Но запах и действие у него такое. Вот будь у него баллон, как у голубого Флойда, у синего, и груша. Так, чтобы как дал, весь хохотальник у тебя в этом, и ты кайфуешь. Вот, блин, вот это было бы вообще, это шлягер был бы. Но, скорее всего, такого не будет никогда, потому что объемы разные. Если он будет в таком объеме, как синий Флойд, то там и ценник будет как бы конский, не детский, неподъемный. И навряд ли кто его такими ведрами косить будет. Но это было бы, блин, серьезная бы заявка такая. Буф, это прям спасибо, ребят, спасибо. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. С Новым годом вас, ребят. И да, еще один такой момент, если еще не успели свернуть. Парни, я очень сильно не дружу с ВК. Там навигация такая, что я теряю половину сообщений. Если кому-то очень надо достучаться, а я не ответил, ребята, стукните, не поленитесь еще раз. И тогда там эта дурацкая галочка появится, что нужно ответить. И еще, кто-то когда-то мне говорил: Вадим, нужно будет что-то там 3D отмоделировать, сделать там, это еще когда вот станок свой показал первый. Обращайся. Ребята, я это сообщение найти не могу. Если не трудно, ну, маякните еще раз. Кто у нас самый главный 3D-моделер на канале? Потому что тут есть один вопрос, который нужно решить. А вот кто это написал, я сейчас сказать не могу. Ну, если не услышали, в следующем видео повторю. Все, хлопцы, давайте. Добра, счастья, радости, берегите себя. Ну и догуливайте, кто не успел догулять. А я-то уже все, я уже отгулял Новый год. Пока-пока. С вами был я, Вадим. До новых встреч.